Всем привет! Сегодня мы будем учить русский сленг вместе с популярным сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». После просмотра этого видео ты будешь понимать фильмы и сериалы о криминальном мире, которые так популярны в России и в постсоветских странах, потому что ты узнаешь больше слов и фраз, которые используют в криминальном мире. Давайте начнем? Давайте начнем. Этот сериал очень популярен сейчас. Многие русскоговорящие люди в интернете сейчас обсуждают и смотрят этот сериал, а государство даже хочет его запретить. Это история о конце 80-х годов. В это время в Советском Союзе было очень тяжело. Люди работали много и иногда не имели времени, чтобы проводить его со своими детьми. И у некоторых детей было много времени свободного. Они защищали свою территорию, создавали свои правила и объединялись в группы. Главный герой — это 14-летний парень Андрей. Он из нормальной семьи, учится в музыкальной школе, у него хорошие оценки, но на улице ему сложно, его обижают, и чтобы защитить себя, ему приходится вступить в одну из таких группировок. Сериал основан на реальных событиях по книге «Криминальный Татарстан» Роберта Гараева. Роберт сам когда-то был участником такой криминальной группировки в Казани. Когда вы начнете смотреть сериал, вы сразу же услышите много странных, непонятных слов. Некоторые из этих слов сейчас даже не употребляются, это старый сленг. Но его важно знать, потому что много фильмов и сериалов на русском языке, которые рассказывают про то время, про прошлое время. Поэтому они используют тот сленг. И сегодня мы его рассмотрим. Итак, я выбрала только самые популярные слова, которые все еще можно услышать в речи. Кстати, главный сленг слова этого сериала — это чушпаны. Чушпан. Чушпанами. Чушпаном. Чушпаном. Чушпан. Я его раньше не слышала. Я думаю, что это специфическое слово, которое было создано в том регионе Казани. То есть его не использовали в других регионах Советского Союза. Еще чушпанами называли деревянные кружки, из которых пили чай крестьяне. Посуда эта была простая. Позже, во второй половине 19 века, чушпанами стали называть простые вещи, которыми не дорожили. Возможно, поэтому в 20 веке появилось слово чушпан, которым называли людей, кто не был в уличном движении. Но я могу ошибаться. Напишите мне в комментариях, если я не права. Начнем с фраз. Попросили не в службу, а в дружбу. Не в службу, а в дружбу. Это фраза, просьба сделать что-то для своего друга. Как бы не обязательство, а дружеское действие. То есть, пожалуйста, не в службу, а в дружбу. Делай для меня дело. Принеси водички. Водочки нам принеси. Где ты был? 2 дня ни ответа, ни привета, ты мне даже не позвонил. Ни ответа, ни привета. Еще одна фраза, которая до сих пор используется в русском языке. Это не криминальный сленг. Ты так можешь сказать, если ты не слышишь никакой реакции. То есть никаких сведений, неизвестный результат. Ты можешь сказать ни ответа, ни привета. Я написал сообщение своему другу, ни ответа, ни привета. За ним хулиганы гнались, и пока то, пока сё. Пока то, пока сё. Это фраза, которую ты можешь сказать, когда ты пытаешься объяснить процесс, ты можешь сказать пока то, пока сё, пока 3-е, 10-е. То есть это какое-то действие, пока что-либо происходит. Я могу сказать: нам нужно выйти в 2 часа дня. Пока я оденусь, поем, пока то, пока сё, уже будет 1:30, а нам еще ехать полчаса. У него родители там в Гонконге дипломаты, типа, ё-моё, туда-сюда. Еще одна фраза «туда-сюда». Это значит в разные места. Это также может значить пока то, пока сё, туда-сюда. Так, теперь перейдем к сленгу. Кстати, еще по-русски сленг — это жаргон. Ну, жаргон — это прям тюремное слово. Сколько настрелял? 12 копеек. Настрелял, насобирал, одолжил. Наехал, говорит, и чушпан, все дела. Наехать на кого-то. Наехал, оказал давление. Капец тебе.
Тебе капец. Тебе хана. Хана тебе, Вова! Тебе конец. Развлекай родаков. Ну, батя, день рождения, все как-никак, да. Родаки, батя, мамка, брательник. Это про семью. Родаки – родители, батя – отец, мамка – мать, брательник – брат. Брательник, сюда его давай. Там в больнице замес был. И тебя выписали. Замес – драка. Мочить – драться. Часто так на батиной рассекают. Рассекать на корыте, ездить на машине. На плохой машине, скорее всего. Ты вот тачку видел? Говно какое-то, корыто. Корыто – это плохая машина. Ты пробиваешь ему фанеру. Прописать фанеру, ударить в лицо. Шуруй в свою школу. Шуруй или чеши, значит уходи. Че несешь ты? Что ты несешь? Что ты говоришь? Что за бред? Вов, я с тобой останусь. По караулю. Караулить. Караулить значит охранять. Охранять что-то, следить за кем-то. Шухер, ты что там делаешь? Шухер. Шухер – это сигнал тревоги при выполнении какого-то криминального задания. Например, когда бандиты грабят, а кто-то стоит на шухере и смотрит, чтобы не было полицейских или свидетелей. И когда они видят кого-то приближающегося, они кричат «шухер», и все участники начинают разбегаться. Ты это сам увидел? Или тебе кто-то напел? Напеть, наговорить, то есть обмануть. Я тебе подробно на твою предъяву и отвечу. Предъява, претензия, предъявление. Когда вы будете смотреть следующую серию, обратите внимание на эти слова. А если будут встречаться новые слова, обязательно дайте мне о них знать в комментариях. Мы можем рассмотреть больше сленга в следующем видео. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо.